Всех приветствую, меня зовут Ева, и в данном видео я покажу, как сделать пасхальный топиарий своими руками. Ранее я уже делала шарообразный топиарий на Пасху, но сейчас решила сделать конусный его вариант. Из прямоугольного кусочка ненужных обоев формирую конус. Если он получится слишком узким, рукой как бы расправляем его нижнюю часть. Затем подклеиваем вот этот угол обоев, чтобы конус держал форму. Ножницами отрезаем излишки так, чтобы по итогу получился конус желаемой высоты. Если конус стоит криво, ножницами подравниваем его нижнюю часть. Линейкой я измеряю размер основания и при помощи циркуля создаю на картоне круг соответствующего размера. Вырезаю картонный круг. В роли горшочка для моего топиария выступит вот такая стеклянная банка. Я хочу, чтобы ее резьба скрылась под основанием топиария, поэтому обвожу окружность ее горлышка на картонную заготовку и вырезаю центральную часть. Эта заготовка по итогу должна легко надеваться на горлышко банки. Чтобы конус хорошо держал форму и не помялся в процессе декора, я его набиваю мятой бумагой. В ход можно пустить журнальные, газетные страницы или крафтовую бумагу из посылок, как в моем случае. К нижней части конуса приклеиваем ранее созданное картонное кольцо. А баночку я намереваюсь покрасить, причем красить буду изнутри. Это мой любимый способ, в итоге внешняя часть стеклянного изделия смотрится просто идеально. Наливаю внутрь банки краску, у меня вот такая белая интерьерная краска. Если краска не хочет сама растекаться внутри банки, промазываем ее кистью. Я, допустим, этот процесс произвожу при помощи пластиковой ложки. Затем переворачиваем банку вверх дном и оставляем сушиться на сутки. Тем временем подготовим яйца. Ссылку на такие пенопластовые яйца оставлю в описании. Еще они продаются в магазинах для творчества. Я их хочу разрезать пополам. Нагреваю лезвие канцелярского ножа над пламенем свечи и разрезаю заготовки по центру. Сверху по центру таких яиц присутствует бортик. Его я стачиваю при помощи наждачной бумаги. Для своего топиария я хочу подготовить яйца 3 оттенков – желтого, голубого и оливкового. Яйца крашу кусочками от поролоновой губки. Оставляем сушиться. Стоит отметить, высыхают они очень быстро. Ну а пятнышки я создам при помощи акриловой черной краски, разбавленной водой. Погружаю в раствор кисть и, проводя пальцем по ее щетине, разбрызгиваю краску на яйца. В итоге подготовила вот столько яиц. Кроме того, подготовила хлопок из ваты. Я уже много раз показывала, как его сделать. Ссылку на одно из таких видео оставлю в описании и правом верхнем углу. Я решила сразу клеить 2 вида декора, чтобы удобно было контролировать заполненность конуса. То есть клею разные оттенки яиц и рядышком между ними фиксирую хлопок. Оставшихся пробелов не бойтесь, мы потом их заполним. Это мох сфагнум, я его приобретаю в садовых магазинах. Вот как раз им я и планирую заполнить все пробелы на изделии.
Наносим клей и без промедлений приклеиваем мох. Так следует заполнить каждый пробел на изделии. Это, наверное, самый времязатратный этап работы. Мне обычно в такие моменты приходят в голову идеи для следующих видео. В общем, продолжаем активно заполнять конус мхом, так чтобы по итогу композиция смотрелась целостно. Верхушку я полностью оклеиваю таким мхом. Еще я хочу сделать гнездо птички. Для этого взяла половинку от елочного пластикового шара. Мне нужно разрезать его еще пополам. Эту процедуру я провожу при помощи нагретого канцелярского ножа. Эту заготовку следует покрасить, чтобы черный цвет не пробивался сквозь декор. Я просто грунтую. Приклеиваю основу гнезда к топиарию. Снаружи и изнутри оклеиваю гнездышко все тем же мхом сфагнум. В гнездо также укладываю белые мелкие перышки, которые отделила от страусиного пера. Из самозатвердевающей массы я слепила мини-яйца. После сушки укладываю их в гнездышко. У меня есть вот такие декоративные птички. Если не ошибаюсь, они из Fix Price. Я хочу отделить вот эту прищепку и приклеить птичку сбоку гнезда, чтобы было видно кладку яиц. Птичку, кстати, можно сделать своими руками. В видео по созданию декоративного скворечника я показывала, как это можно осуществить. Ссылка будет в описании. Также топиарий я дополняю парочками вот таких одних из моих любимых декоративных ягодок. Импровизированный мини-цветочный горшок уже высох, и я хочу его декорировать в стиле перепелиных яиц. Просто разбрызгиваю с кисти черную акриловую краску, разведенную водой. Получается вот такой потрясающий эффект. Деревца можно вклеить, но я примерила, мое плотно фиксируется на горлышке банки, поэтому решила обойтись без клея. Как же мне нравится результат. Я неспроста выбрала такие оттенки для своей композиции. Допустим, голубой цвет яиц символизирует небо, желтый солнышко, зеленый траву, а хлопок облака. Ну а белая птичка в гнездышке символизирует мир. Кстати, недавно мне пришли вот такие зайчики, очень мне понравились. Делюсь находкой с вами. Ссылку на них оставлю в описании. Ну и также рекомендую посмотреть другие мои видео из рубрики «Декора к Пасхе». Ссылка будет в правом верхнем углу и описании. Буду рада, если поддержите сегодняшнее видео лайком и подпишитесь на канал. И, конечно же, самое главное, берегите себя, а также своих близких. Ну и как всегда, надолго не прощаемся, ведь видео выходят каждую неделю. До новой встречи. Пока-пока.